Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов я сделаю коррекцию себе супер блестящих ногтей за пару движений без лампы и геля. А для подобной коррекции мне понадобится всего лишь 3 флакончика с жидкостью и 1 баночка акриловой пудры. Использовать сегодня я буду глубокую пудровую систему от фирмы Rosalind. С этим минимальным набором можно сделать себе как наращивание ногтей, так и покрытие натуральных ногтей с укреплением акриловой системой. Цвет ногтям придает акриловая пудра. У фирмы Rosalind есть огромное количество цветов на выбор. Например, акриловая пудра 2 в 1. Ее можно использовать как втирку для ногтей при работе с гель-лаком, либо же как пудровую систему для наращивания и покрытия. Цвет этого порошка потрясающий. Номер такой баночки D237. Также у них есть акриловая пудра, которая светится в темноте. Номер D242. Свечение нереально яркое, прямо завораживает. Также есть разнообразные варианты блестящих акриловых пудр разных цветов и с разным диаметром блесток. Именно эту пудру сегодня я буду использовать на себе. Также есть приятный выбор для любителей мягких пастельных оттенков. Например, персиковый с микроблеском идеально подойдет в качестве камуфляжа. В этих порошках хороший мелкий помол, и работать данной системой очень удобно. А самое главное – быстро. Для работы в пудровой системе вам не нужна ни лампа, ни гели. Такой набор идеально подойдет не только профессиональным мастерам, а и новичкам, ведь на каждой баночке есть даже цифра «помощник», что зачем следует наносить на ноготь. Первая баночка от фирмы Rosalind – это база. База довольно жидкая, хорошо самовыравнивается, а самое главное – она сохнет на воздухе, поэтому флакон после каждого использования необходимо плотно закрывать. Второй флакон, номер 2 – это активатор. На вид обычная водичка, но с помощью нее происходит процесс затвердевания материала. Третий флакончик – это топ. Топ также жидкий. Его необходимо будет наносить в 2 слоя для того, чтобы добиться идеального глянца. Он также сохнет на воздухе. Моим ногтям 2,5 недели, и сегодня я решила, что пора делать коррекцию. Так как на ногтях нет отслоек, коррекция будет легкой. Мне всего лишь необходимо зашлифовать поверхность ногтя и убрать ступеньку перехода между натуральным ногтем и искусственным материалом. Можно это все сделать обычной пилочкой, но я воспользуюсь твердосплавной насадкой с красной насечкой. Эта насадка мягкая, с мелкими зубчиками, и для этого процесса она подойдет не идеально, ведь мне не нужно убирать лишний объем материала, мне нужно лишь снять верхний слой и зашлифовать поверхность ногтя. Для этого аппарат я включаю на максимальное количество оборотов и поверхностно, лишь поглаживая насадкой ноготок, избавляюсь лишь от верхнего покрытия. Насадка плавно скользит по ногтю, убирая глянец. Так я зашлифовываю всю поверхность всех ногтей. После тщательно смахиваю пыль. Теперь необходимо зашлифовать натуральный ноготь. Если же вы решили сделать покрытие своих натуральных ногтей пудровой системой и у вас нет старого покрытия на ногтях, которое есть у меня, вам нужно начинать именно с этого процесса – подготовки натуральной ногтевой пластины. Мягкой пилочкой или мягким бафиком уберите глянец с натуральной ногтевой пластины и придайте форму свободному краю ногтя. Убираем пыль. Теперь ногти нужно подсушить и обезжирить. Для этого я использую Nail Prep. Можете протереть ногти спиртом. И приступим. На стол я расстилаю 2 бумажные салфетки. Зачем я это делаю, увидите немножко позже. Но поверьте, это сохранит ваши материалы в целости и сохранности. Вначале беру баночку под номером 1 и хорошенько отжимаю. Баночка под номером 1, как вы помните, это база. Базой аккуратно покрываю весь ноготь. Этому процессу необходимо уделить особое внимание, ведь чем ровнее вы это сделаете, тем ровнее будет ваше будущее покрытие. Так как база сохнет на воздухе, делаю каждый пальчик по очереди.
Покрыв один ноготь, я плотно и быстренько закручиваю флакончик и посыпаю весь ноготь акриловой пудрой с блеском. Посыпаю тщательно и внимательно слежу за тем, чтобы пудра попала на все участки ногтя. Так как я подстелила под низ салфеточку, я не переживаю, что пудра рассыпется, и ее мне хватит всего лишь на пару ногтей. После работы все, что сыпалось на салфетку, я могу вернуть обратно в баночку. Тщательно посыпав ноготок, стряхиваю излишки. И уже через пару секунд мягкой кисточкой счищаю ненужные блестки. Здесь хорошо видно, что материал уже застыл. Щеточкой удаляю блесточки с тех мест, где они не приклеились и где в принципе не нужны были. Беру снова баночку под номером 1, базу, и повторно покрываю весь ноготок. В этот момент уже можно не заходить плотно под кутикулу, ведь там уже есть блестки и их достаточно. Несмотря на то, что материал застывает на воздухе, времени для аккуратного покрытия достаточно. Хотя незадолго до этого я уже пробовала пудровую систему, но другой фирмы. И я была в шоке. Я не могла покрыть даже один ноготь, как база уже застывала, а кисточка становилась деревянной. И снова посыпаю акриловым блеском. Спустя буквально 5-10 секунд мягкой щеточкой я стряхиваю излишки блеска. И покрытие практически готово. Беру флакончик номер 2, активатор, и хорошенько, практически не отжимая кисть, покрываю весь ноготь. Жидкость ноготь пропитывает, и теперь необходимо дать пару минут, чтобы он полностью застыл. Глядя на ноготь сбоку, видны небольшие неровности, но это не проблема, с ними мы справимся немножко позже. Сейчас перехожу к следующему ноготку. Снова покрываю ноготь флакончиком номер 1, базой. Стараюсь покрывать так, чтобы материал не затекал на кожу. Уголком хорошо отжатой кисточки прохожусь вдоль кутикулы. Обязательно закручиваю баночку и теперь перехожу к акриловой пудре. Ноготь также можно макать в саму баночку, но так как ногти у меня длинные, окунуть ноготь полностью у меня не получается, и все равно необходимо посыпать весь ноготок. Если ногти короткие, то у вас получится это отлично, хотя как по мне это не сильно гигиенично. Макание пальчика в пудру хорошо подойдет, если это делается исключительно себе. Смахнув излишки, покрываю вторым слоем базы. Это делается для плотности цвета. Если вы видите, что одного слоя вам достаточно, вторым слоем пудры можно не посыпать. Ну а я все-таки сделаю себе супер блестящие плотные ноготки. И посыпаю пудрой. Сбиваю излишки. И теперь лайфхак с салфеткой. Все, что у меня сыпалось с ногтей. А вы видите здесь достаточно большое количество порошка. Я аккуратненько сгибаю салфеточку и также аккуратно ссыпаю назад в баночку. Таким образом сохраняя материал. Повторим процесс. Покрываем ногти базой. Посыпаем акрилом. Для плотности цвета снова покрываем базой. И снова посыпаем акрилом. Щеткой счищаем лишний блеск. Следом берем баночку под номером 2, активатор, и не отжимая кисть, покрываю активатором все ногти. Оставляю ногти буквально на 3-5 минут, для того, чтобы они полностью застыли. Так как на ногтях есть еще небольшие неровности, которые я хочу опилить, для удобства опила покрываю все ногти тонким слоем базы. Так я буду спиливать не блеск с ногтей, а именно придавать форму. База сохнет на воздухе приблизительно 1-2 минуты. Сейчас хорошо видно, что же мне необходимо убрать. Опил можно производить как пилочкой, так и аппаратом. Можно даже зашлифовать ногти бафиком. Итак, прохожусь по всем ноготкам, придавая им правильную форму.
Крайний флакончик – это топ. Топ также сохнет на воздухе, поэтому после каждого использования флакончик закручиваем. Кисточкой тонким слоем покрываю все ноготки топом. Даем первому слою высохнуть приблизительно 5 минут и после покрываю вторым слоем топа. Ведь после первого слоя я не получила мой любимый идеальный блеск. И спустя короткое время можно любоваться на шикарный блестящий маникюр. Такой идеально подойдет к новогодним праздникам и не оставит никого без внимания. Форма ногтей также меня устраивает полностью, а выполнение работы прошло очень быстро, без ламп и геля. Не забывайте о грандиозной распродаже 11.11. Фирма Rosalind дарит скидки до 70%. Не упустите возможность побаловать себя любимую. В продолжении видео я покажу, как можно использовать акриловые порошки в работе с гель-лаками. Но вначале посмотрим на эффект светящейся в темноте акриловой пудры. Вначале ноготь покрываю базой, опускаю в акриловую пудру и сбиваю излишки. Для плотности цвета повторяю процедуру и снова покрываю базой. Посыпаю акриловой пудрой, счищаю излишки, сверху наношу активатор. После наношу базу и жду пару минут. Сверху перекрываю топом и смотрим на результат. Кстати, акриловая пудра, которая светится в темноте, на свету бывает разных цветов. А теперь эффект гель-лака с акриловой пудрой. На ноготь наношу черный гель-лак и просушиваю ноготь в лампе. Затем беру акриловый порошок под номером D237. В наборе идет щеточка для втирки. На липкий слой от гель-лака я наношу втирку, акриловую пудру, и тщательно втираю. Пальчик макаю в акриловый порошок и начинаю активненько втирать. Делаю это без давления. Липкость скатывается и втирка остается на ногте. Щеточкой убираю излишки и сверху все перекрываю топом. Топ использую с липким слоем. После просушки в лампе получается невероятно красивый эффект. Также можно получить красивые сахарные ноготки, используя гель-лак и акриловую пудру. На ноготь наношу гель-лак фирмы Rosalind номер 3005. Гель-лаки этой фирмы плотные и хорошо пигментированы. После просушки ноготь перекрываю топом, без липкого слоя. И беру втирку номер D237. На невысушенный топ посыпаю акриловую пудру. Посыпаю тщательно, чтобы пудра впиталась, и отправляю сушиться в лампу. После щеткой счищаю излишки пудры и любуюсь на невероятно сахарный результат. Надеюсь, видео было полезным и пригодится вам в работе. Ссылки на материалы я оставлю в описании под видео. Ставьте лайки и дизлайки. Напишите в комментариях, какой интересный эксперимент вы бы хотели сделать с ногтями, и я попробую это осуществить. Подписывайтесь на канал. Дальше больше. Пока-пока.